Приветствую вас! Разработка этого автомобиля под интересным названием ГАЗ-М73 «Украинец» стартовала весной 1954 года по личной инициативе Никиты Сергеевича Хрущева. Требовался такой легковой автомобиль, который мог с легкостью проходить любое бездорожье. А в Советском Союзе был только один завод, имеющий компетенцию постройки легковых полноприводников. Это Горьковский автозавод. Конструкторскую группу возглавил уже разработавший ранее ГАЗ-69 опытный специалист по полноприводным машинам Григорий Моисеевич Вассерман. Новый кузов изобретать не пришлось, так как уже на заводе шла параллельная работа над вездеходом ГАЗ-М72 с несущим кузовом Победы на агрегатной базе ГАЗ-69. Только немного укоротили компоновку будущего вездехода. Из четырехдверной Победы сделали двухдверную. Благодаря этому добились уменьшения веса. Позволило обойтись без громоздкой и тяжелой рамы. Там, где должны были сидеть задние пассажиры, сделали вытянутый багажник, а сверху багажника закрепили запасное колесо. Машина получилась очень компактной, всего 3,5 метра в длину и 1,5 метра в ширину, а больше не требовалось. Ведь основная работа заключалась в основном для езды по полям. Именно для аграриев ее и разрабатывали. А вот двигатель, в отличие от стандартной Победы, пришлось поменять, ввиду того, что он для этого малыша был тяжеловат. Поэтому газовцы решили использовать от перспективного москвича 402 четырехцилиндровый двигатель МЗМА-402 мощностью 36 лошадиных сил. От него же позаимствовали трехступенчатую коробку передач, сцепления и тормоза. Раздаточная коробка, независимые подвески и ведущие мосты были спроектированы специально для этой машины, которые напоминали таковые агрегаты ГАЗ-69, но только в уменьшенном виде. Исходя из характеристик двигателя, Вассерман спроектировал мосты и раздатку с демультипликатором и возможностью отключения переднего моста. Для хорошей проходимости установили многопрофильные шины с развитыми грузозацепами. И уже к декабрю 1954 года были готовы два ходовых прототипа – купе и пикап. За время основных испытаний, которые проводились с февраля по март 1955 года, эти вездеходы проехали в общей сложности 4000 километров. Прошлись по различным типам бездорожья, такие как рыхлый грунт, болотистые местности, снег. Благодаря малой массе автомобиля и специальным шинам с большой шириной были снижены нагрузки на грунт, что давало некоторое преимущество перед другими газовскими вездеходами ГАЗ-М72 и ГАЗ-69, которые тоже участвовали в совместном испытании. Но среди явных преимуществ М73 перед другими автомобилями были выявлены ряд недостатков. А это не герметичность кабины и моторного отсека. Особенно это было заметно на заболоченных участках дорог. Из-за малой длины автомобиля салон был тесноват, а 6-вольтовое оборудование сильно уступало 12-вольтовому. Несмотря на недостатки, в целом испытания были признаны успешными. И ГАЗу даже поручили построить еще два автомобиля, но при постройке которых были бы учтены и доработаны все недостатки, выявленные в ходе испытаний. Но этим желанием, как и дальнейшему производству этой машины, помешало то, с чем столкнулось большинство перспективных разработок того времени. Это отсутствие достаточных для производства машин и производственных мощностей на газе. По той же причине не помогло даже перенесение производства в Москву на завод МЗМА. Там готовились к производству москвича 402. Но несмотря на все проблемы и то, что М73 не пошел в серию, труд конструкторов ГАЗ-М73 не прошел даром. Все недорожные решения этого автомобиля легли в основу полноприводных серий «Москвича», такие как «Москвич-410» и «411». И если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего. Пока.